Okay, leadership principle number 6. Принцип лидерства номер 6. This may be the biggest breakthrough of the weekend for many of you in this room. Для многих в этой аудитории вот то, что я сейчас скажу, может быть самым большим прорывом за этот уикенд. Here's what it is. И вот что это есть. Что это? If you ask everybody to lead, если вы обратитесь к каждому с просьбой вести, быть лидером, no one does. Никто не будет. If you ask everyone to lead, no one does. Если вы попросите всех вести, быть лидером, никто. Biggest mistake I see in network marketing. Самая большая ошибка, которую я вижу в сетевом маркетинге. People assume, well, everybody who joins the business is a leader. Все, кто приходит в этот бизнес, сам по себе уже лидер. So they have a training, they say, you're all leaders here. Когда мы проводим тренинг, мы говорим, вы здесь все лидеры. Here's what leaders need to do. Вот что лидерам нужно делать. Go do these 10 things today right away, show me you're serious. Вот идите сегодня сделайте вот эти 10 вещей и покажите мне результаты. And they scare people right out of the business. И этим они отпугивают людей от бизнеса. Remember, most people don't join the business because they want to be leaders. Помните, что многие не присоединяются к нашему бизнесу, потому что они не хотят быть лидерами. Most people join the business are petrified with the idea of being a leader. Их пугает эта идея быть лидером. They join the business because they're looking for leadership to show them how to make their life work better. Они приходят в бизнес, потому что они ищут вот этого направления помощи, чтобы им помогли улучшить свою жизнь. They joined the business out of many times desperation. В большинстве случаев, может быть, они приходят в бизнес уже от отчаяния, Fear, страха, wanting, желаний, desperately looking for someone to show them how to make things work. Они ищут кого-то уже в отчаянии, найти кого-то, кто им покажет, как сделать так, чтобы работало, чтобы в жизни их наступили улучшения. So if you put all of the leadership responsibilities on them, you'll scare them right out of the business. Поэтому если сразу их нагрузите вот этими ответственностями лидера, вы их испугнете из бизнеса. Because they're not ready for that yet. Они еще к этому не готовы. And I see this mistake time and time again. Someone's got 11 people in their team and they say they're all leaders and they treat them all like leaders and it actually is counterproductive. Я очень часто вижу, как многие делают эту ошибку. У них в команде уже 11 человек, и они к ним относятся ко всем 11 как к лидерам, и они их грузят, загружают, и это как бы вредит их бизнесу. Now, do we want to inspire them to become leaders? Absolutely. Хотим ли мы их вдохновить стать лидерами? Конечно, обязательно. Do we want to give them a pathway, a track to run on to become a leader? Absolutely. Хотим ли мы им показать путь, шаги, которые нужно сделать, чтобы стать лидером? Абсолютно, как бы обязательно. But here's the analogy that's really important to understand in this. Но вот аналогия, например, которую очень важно понять, чтобы понять эту тему. There was an example, I think it was in New York City, of a woman was getting mugged on a street corner. В Нью-Йорке однажды на женщину напали и как бы обокрали, да, прямо на углу улицы. And there were lots of people around witnessing this mugging. И вокруг было много людей, которые видели вот эту вот кражу, нападение. And nobody called the police. И никто не вызвал полицию. And later the psychologists came in and they said, why did nobody call the police? И как бы позже, когда психологи рассматривали эту ситуацию, они сказали, почему никто не вызвал полицию? There were so many of you people who saw this. How come nobody went and called the authorities? Столько людей у вас было здесь вокруг, что свидетелями от этого нападения никто не вызвал ни полицию или какие-то другие органы власти. And the answer was everybody thought that everyone else would have already called the police. И ответ был такой, что каждый думал, что кто-то другой уже это сделал.
вызвал полицию. Same thing. If somebody dropped down and had a heart attack right now in the middle of this seminar, То же самое могло бы случиться здесь. Если бы кто-то сейчас тут упал от сердечного приступа, you don't ever want to say, hey, somebody call an ambulance. вы не будете, где кто-то позовите, скорую помощь вызовите, да? Because nobody will call an ambulance. Никто не вызовет скорую помощь. You look for somebody who has a cell phone. Вы будете искать кого-то, у кого есть сотовый телефон. So I see he's got a cell phone right there on his briefcase. Я вижу у него сотовый прямо на его сумке дипломатии. So what you want to do is say, you call an ambulance, please. Что я сделаю? Я скажу, ты, пожалуйста, вызови скорую. And then the ambulance gets called. И только тогда состоится этот звонок в скорую помощь, да? So let me say it again and listen to this and really get this. Давайте это повторю. Вы слушайте очень внимательно и поймите это. If you ask everyone to lead, no one does. Если вы попросите, скажете каждому стать лидером, вести, никто не будет. So what's your job as a leader? В чем же состоит ваша работа как лидера? It's to know who your real leaders are. Это знать, кто ваши настоящие лидеры. The people who apply these principles we're talking about this morning. Те люди, которые применяют или будут применять те принципы, о которых мы сегодня с вами говорили. It's to identify who your potential leaders are. Это найти, идентифицировать тех самых потенциальных лидеров вашей организации. Найти, почувствовать, знать. Но пока об этом не говорил. He asks the question how to identify. You're looking for people who follow these principles, these 7 things we're talking about, who show the potential to learn these things. Вы просто смотрите людей, которые будут применять вот эти принципы, которых есть потенциал применять эти принципы, о которых мы с вами говорили. They show desire to learn the leadership principles. Они показывают желание изучать вот эти принципы лидерства. They handle the first initial responsibilities you give them. Они справляются с теми первыми заданиями, которые вы им даете. They demonstrate, they model the behavior that you model. Они моделируют ваше поведение, которое вы им даете как модель. They volunteer for more responsibility. Они выступают добровольно, просят добровольно, являются волонтерами большей нагрузки и ответственности. They might set up the product display at your ABBs. Может быть, они будут устанавливать витрину с продуктами на ваших ABB. They volunteer to come early or stay late, take tickets, be a greeter, one of the volunteers. Они, может быть, хотят быть волонтерами, помочь вам на событиях, приветствовать людей, приходят раньше, уходят позже. And they do they accept those challenges like we talked about earlier. И они принимают те вызовы, о которых мы сегодня с вами говорили ранее. So they buy a tie for the first time, or they get their first suit. Они покупают свой первый галстук или свой первый костюм. They make their first presentation, their first speech in front of a group. Они делают свою первую презентацию или свою первую речь перед аудиторией. So they'll become very clear to you who those potential people are. Вам будет очень видно и ясно, у кого этот потенциал стать лидерами. And then you want to inspire those potential leaders И вы хотите вдохновить этих потенциальных лидеров. by some of these things that we're talking about this morning. Именно теми вещами, о которых мы сегодня с вами говорили. Painting that vision for them, Нарисовать это видение для них. helping them build a bigger dream, Помочь им построить, создать эту большую мечту. modeling the behavior for them, Быть моделью поведения для них. and working with them, working in depth. Работать с ними, работать в глубину. All right, leadership principle number 7. Принцип лидерства номер 7. The true test of a leader is not how many followers you have. Настоящая проверка лидера, тест, это не сколько людей за вами идут. The true test is how many leaders you develop. Настоящая проверка теста, это сколько вы создадите лидеров. So let's look at that again. The true test of a leader is not how many followers you have. Давайте посмотрим на это еще раз. Настоящая проверка лидера, это не сколько у вас последователей.
Which is what most people think that definition means. Как раз у многих такое впечатление о лидерстве, что это понятие именно вот это в себя и включает. Сколько у вас последователей? Mussolini had lots of followers. У Муссолини было очень много последователей. That didn't make him a good leader. Но это его не сделало хорошим лидером. Adolf Hitler had lots of followers. У Адольфа Гитлера было очень много последователей. Cult leaders have lots of followers. Cult leaders. Культовые вот эти культовые лидеры тоже у них много последователей. That doesn't make them a good leader. Это их не делает хорошими лидерами. You can lead people into certain behaviors. Вы можете вести людей к какому-то определенному поведению, модели поведения. But those could be positive behaviors, those could be negative behaviors. И те модели поведения могут быть позитивными и негативными. So the leadership we're talking about obviously is to effect positive transformation with people. Те модели поведения, о которых мы говорим, это ведут к позитивной трансформации людей. And for true leaders, it's not about them. И для настоящих лидеров это все не о них, они не являются пупом земли, да? But I'm a big leader, I'm very important, I'm leading you, I'm saving you, I might as well just beat my chest. Я большой лидер, я вас веду, я вас всех спасаю, могу себя постучать в грудь. For real leaders, it's about the leaders they have developing, coming up. Для настоящих лидеров цель это именно вот эти вот лидеры, которых они создали, помогли стать, развиться. And there's no business in the world that does that better than this business that we're in right here. И во всем мире нет ни одного бизнеса, который делает это лучше, чем тот бизнес, в котором мы с вами. Because we build leadership factories. Мы создаем заводы лидеров. Every month we have a new conveyor belt coming along with the next generation of leaders and potential leaders in the organization. Каждый месяц на нашем конвейере новая партия лидеров или потенциальных лидеров появляется. We're always growing people, challenging people. Все эти люди растут, у них вызовы. We're always growing ourselves, challenging ourselves. Мы также растим этих людей, бросаем вызовы, но мы растим себя и тоже себе вызовы бросаем. You know, we're voracious appetite we have for self-development and personal growth. У нас ненасытный аппетит на саморазвитие, персональный рост. That's why the daily self-development time is the most important thing we do in our business. Поэтому самая важная вещь, которую мы делаем в нашем бизнесе, это то самое саморазвитие каждый день. So don't think, how do I become the best leader? Не думайте, как же я стану лучшим лидером. Think more, how do I help my people become the best leaders? Лучше подумайте, как я помогу своим людям стать лучшими лидерами. Because that's what's going to make you a great leader. Это именно то, что сделает вас великим лидером. Every month I'm looking for new talent in my organization. Каждый месяц я ищу новый талант в своей организации. Looking for new people who can be on Agile TV on Tuesday nights. Ищу новых людей, которые могут быть on Agile TV, это вот у нас новый, да, по вечерам во вторник. Looking for new people who can do their first testimonials. Ищу людей, которые могут сделать свои первые, рассказать о своих результатах. Looking for new people who could do the ABB in their market. Ищу людей, которые могут делать ABB на своем рынке. Looking for new people who can open up new markets. Ищу новых людей, которые могут открыть новые рынки. I'm looking for people who can take my job. Я ищу людей, которые могут взять у меня мою работу. Because your number one job is to work yourself out of a job. Потому что ваша работа номер один – это доработаться до такого, чтобы уже не работать. And that's really what I've done. Это в действительности, что я сделал. See, I don't need to work anymore. Мне ведь уже не надо работать. Obviously, I don't need the money anymore. Больше мне даже денег не надо, что у меня есть. Now, don't get me wrong, I take the money every month. Не поймите меня неправильно, я возьму деньги, больше денег.
but I don't need the money. Но мне не нужны деньги. You know, I'm still working. I have an organization that will work without me. У меня уже организация, которая будет работать и без меня. You know, Atta and Vera, the guys you have here, they don't need me. Вы знаете, Ата, Вера, вы тут все, я вам не нужен. I come, you know, I say to Atta, hey, how can I help? What can I do? Я Ата говорю, чем я могу помочь, что я могу сделать? He say, hey, come once or twice a year and, you know, show up and meet people. Он говорит, приезжай раз-два раза в году, пообщайся с людьми. Look pretty, take some pictures. Хорошо выгляди, пофотографируйся. Atta's an extraordinary leader who runs an extraordinary organization. Ата – это выдающийся человек, который уже руководит выдающейся организацией. And he has attracted and developed people like Vera and many others in this room. И он привлек и помог к развитию выдающимся людям, таким как Вера и многим другим в этой аудитории. Amaran and Tatiana, you guys in Ukraine coming up. We've got guys in Kazakhstan coming up. I mean, there's a lot of leadership developing in this whole organization. Какие-то имена назвал Татьяна, еще кто-то, говорит, много людей на Украине, в Казахстане, которые уже работают очень хорошо в этой организации. And that's our job for all of us, to duplicate that same process. Это наша работа для всех нас дуплицировать тот же самый процесс. To work ourselves out of a job. Работать, пока уже не надо будет работать, да? Доработаться до... So, да, тут как бы игра слов очень сложно перевести, но вы поняли, что... yeah, so, you know, I've created a retirement income, yet I will never retire. Я уже создал себе доход для пенсии, но я пока еще не выхожу на пенсию. You know, my focus changed because now my focus is on helping my team get to the level of success they're looking for. Мой фокус поменялся, потому что мой фокус теперь на успехе моей команды, достичь им того же успеха. And I'll tell you another philosophy that I adopted. И я вам расскажу еще об одной философии, которую я для себя принял. And I adopted this from Nicholas Hayek. Я ее как бы принял, эту философию от Николаса Хайек, Who's a billionaire from Switzerland. кто является миллиардером из Швейцарии. He's the owner of the Swatch watch company. Он владелец швейцарской компании часовой Swatch. And actually owns 16 or 17 other watch companies. И также владеет 16 или 17 другими бизнесами, тоже в часовой индустрии. And he's the man who single-handedly resurrected the Swiss watch industry. И он как бы сам единственный человек, кто возродил вот эту вот индустрию часовую в Швейцарии. So he and I got to work together doing a business development congress in Europe a few years back. Несколько лет назад мы вместе работали на каком-то съезде по развитию, самосовершенствованию лидеров. I don't remember how old he was, but I think he was like 84 or 85 years old. Я не помню, сколько ему было лет, 84-85. Fascinating guy, by the way. Очень впечатляющий человек. The day I met him, he was wearing 4 watches. В тот день, когда мы с ним повстречались, у него на руке было 4 часов. He had like a $10 Swatch watch on. Сначала у него был где-то Swatch часы стоимостью $10. He had a $250,000 art designer watch. Также у него были дизайнерские часы, которые стоили 250 тысяч. And he had like 2 more that were in between those two. И двое где-то посередине под стоимостью между $10 и 250 тысяч. And they were like, "Why are you wearing 4 watches?" Я его спросил, почему ты на тебе 4 часов? So that's my business. I like watches. Это моя работа, это мой бизнес, я люблю часы. It's fashion. I think everybody should wear 4 watches. Это как вообще мода. Я считаю, что всем нужно носить 4 часов. And then he did a thing in New York City. They took the Empire State Building and he put a Swatch watch around it. They got millions of dollars of publicity all over the world. Например, в Нью-Йорке они однажды обложили Trade Center, башни, которые, да, рухнули еще до того, часами. Как бы, и они, говорит, получили рекламу как бы на $1 миллион.
прорекламировали, спромотировали свой продукт, да? So he's like Richard Branson from Virgin. He's just one of these really fascinating characters who's a brilliant marketer. Richard Branson. He works for him, or No, he's like him. he's like him. Он говорит, мне напоминает еще очень известного в маркетинге, такого гуру маркетинга Ричард Брансон. So we're doing this seminar together, and he's, like I said, I don't know, he was like 84, 85 years old. Во время этого семинара, на котором мы вместе были, ему где-то 84-85. And we were doing a press conference, and one of the reporters asked him, "When are you going to retire?" И у нас была пресс-конференция, и один из репортеров спросил его, когда вы собираетесь на пенсию? Here is his answer and his philosophy, which I adopted. И вот его ответ, его философию, которую я принял для себя. He said, "Entrepreneurs are artists." Artists. Okay. Artists. Artist, окей. Предприниматели, которые сами свой бизнес строят, они как артисты, как люди искусства, да? And artists never retire. И в искусстве люди никогда не уходят на пенсию. Isn't that beautiful? Разве это не красиво звучит? So that's my philosophy. I'll never retire. I'm just an artist practicing my artistry. Вот моя теперь философия. Я никогда не выйду на пенсию. Я как человек искусства, который работает над своим искусством. Это моя жизнь. So those are the 7 principles of leadership I want everyone in this room to really internalize and process over the course of this weekend. И вот это самые 7 основных принципов лидерства, которые я хочу, чтобы вы в себя сделали частью себя, через себя пропустили за этот уикенд. And look how you can practice them and demonstrate them, beginning with this afternoon session when the rest of your people arrive. И посмотреть, как вы можете применить это в своей организации, в своем бизнесе с остальными людьми, когда вот этот зал наполнится уже другими людьми. Да. And I'll give you 3 keys that I want you to focus on for the next 6 months. Я вам хочу дать 3 ключевых момента, чтобы вы на них сфокусировались в следующие 6 месяцев. To make a huge, huge difference in your business. Чтобы в вашем бизнесе произошел этот огромный рывок, скачок. Key number 1 is the Fit Challenge. Ключ номер 1 – это вот программа Fit Challenge по коррекции веса. This has transformed and energized the business for thousands of people around the world with Agile. Эта программа трансформировала, вывела на новый уровень для 1000 людей, бизнес для 1000 людей в нашем бизнесе, во всем мире. And more importantly, it has transformed their health. И что самое важное, это трансформировало их здоровье. And I'm starting with the first person on the list, me. Я начинаю с первым человеком по списку, сам с собой. So let me tell you, a couple of months ago, I got the heaviest weight I have ever been in my whole life. Я вам расскажу, что пару месяцев назад у меня был самый большой вес, который я когда-либо имел за всю свою жизнь. I got, for one day, I got to 219 pounds heavy. На один день я весил 219 фунтов. Это разделите на 2, получите в килограммах приблизительно. That's the heaviest I've ever been. Это самое, где-то так, да, это самый тяжелый большой вес, который у меня когда-либо был. Now I'm a tall guy, but I'm not tall enough to weigh 219 pounds. Я высокий человек, но не настолько высокий, чтобы весить 219 фунтов. And it really came, and I happened to be going to my doctor that day, and I just said, I'm so tired, and I'm breathing so hard. И как раз случилось так, что в тот же день я пошел к своему врачу и сказал, что у меня какая-то усталость, мне тяжело дышать. And he was looking, and they always weigh you every time you come to the doctor. First thing they do is they have you get on the scale. И у нас в Америке первое, когда вы приходите к врачу, они вас ставят на весы, они вас взвешивают. Он меня взвесил. And so I told him, I'm so tired, I'm breathing hard, I have shortness of breath. Поэтому я ему сказала, знаешь, я себя плохо чувствую, мне очень усталость, у меня не хватает дыхания, то есть отдышка. And he said, no wonder, look at your weight. Он говорит, ничего удивительного, посмотри на свой вес. That was like
an insult to me. Для меня это было как оскорбление. I couldn't believe he said that. Я не мог поверить своим ушам, что он это сказал. Like the reason I was breathing hard is because I was fat. Как бы причина, что мне тяжело дышать, что я толстый. But that's why I was breathing hard, because I was fat. Ну вот почему мне было тяжело дышать, я был толстый. Because I had, pants that were supposed to be my normal waistband, which was like 33, 34 inches. Говорит, у меня были брюки, которые по талии 33-34 инча. Как бы это были мои брюки. But now they were so tight that when I bent over and I'm tying my shoes, I'm breathing hard because my clothes were too tight. Как бы это был мой нормальный размер по талии, но теперь с моим таким весом, я не мог, когда наклонялся, чтобы даже завязать шнурки, конечно, я не мог дышать. And all of a sudden, when I wanted to wear those nice ties I have, I couldn't button my shirt. И вдруг я чувствую, что мои красивые галстуки, которые я хочу одеть, я не могу застегнуть рубашку по горловине. And I said, I am getting on the fit challenge today. Я сказал, что я сегодня же зарегистрируюсь на эту программу Fit Challenge по коррекции веса. You know what also happened? The same day I was at the doctor in the morning. Let me tell you what also happened. В то же утро, когда я был у врача, вот что еще случилось. That afternoon, I had a luncheon with President Barack Obama. В тот же день у меня был ланч с президентом Бараком Обамой. And that was my first chance to meet the president, shake his hand, right? Это была моя первая возможность повстречаться с президентом, пожать ему руку. And I had to get my suit altered, let out, so I would have a nice suit to meet the president. И мне пришлось как бы отнести свой костюм к портному, чтобы они его перешили, чтобы я мог повстречаться с президентом. And whenever you face that situation, you have a choice. И когда у вас случается такая ситуация, у вас есть выбор. You change your clothes size forever. Вы меняете размер своей одежды навсегда. And you never go back. И не возвращаетесь к старому размеру. Or you say, I don't accept that. Или вы говорите, я это не принимаю. And I decided I don't accept that. Я решил, я это не принимаю. So I had paid my tailor to go change like 10 suits and let them out so they fit me. Поэтому я заплатил своему портному, чтобы он мне перешил 10 костюмов, чтобы в них я смог влезть. And now I'm paying him to change them back to the way they were supposed to be. А теперь я ему снова плачу, чтобы он их перешил, и чтобы они стали такими, какие они были раньше. Because I lost, Потому что я скинул, as of this morning, I lost 15.6 pounds. 15,6 фунта. Because I was Около 8 килограммов. the scales here are kilos. This morning I was 92.2 kilos. В килограммах на весах я этим утром было 92,2 килограмма. And now I have all these custom-made shirts, and that I'm going to have to get new ones because now I'm getting even smaller. И у меня, говорит, все вот эти рубашки, которые мне лично по заказу шили, но мне теперь даже придется, может быть, новые, потому что я теперь даже еще меньше стал. То есть они еще более свободны мне стали. Yeah, because I'm at 203 pounds, and I'm thinking, you know what, and by the way, I have not been under 205 pounds in many years. Сейчас я вешу 203 фунта, то есть разделите на 2, это будут килограммы, да, примерно. Но я никогда не опускался ниже 205, то есть для меня это уже большой прорыв. But now I'm down to 203, and I'm thinking I'm going to do 3 more pounds and get down to 200. Сейчас я 203 вешу, но я решил, что я еще 3 скину и стану ровно 200. I was talking to Vladimir in the car yesterday. He's lost a lot of, he's lost a number of kilograms, and he's talking about how much better he's feeling since he's doing the fit Вчера в challenge. машине, когда мы ехали с Владимиром, мы говорили на эту тему, и он тоже рассказал, сколько он скинул, и насколько он сейчас себя лучше чувствует. And I know you guys don't have Pro here yet, И я знаю, что у вас еще нет продукта Pro здесь. but let me tell you a secret. Ну, давайте я вам скажу секрет. Don't let this secret leave this room. И чтобы этот секрет не вышел за стены этой аудитории. Here's the secret. I don't actually use Pro myself.
Вот в чем секрет. Лично я про не использовал. Because I don't like so much soy in my diet, Потому что я в своей диете не люблю употреблять сою. and I'm doing great without it. И я великолепно достигаю хороших результатов без этого. And I can tell you the guys in Malaysia and other countries where they don't have pro yet, they're doing the fit challenge and they're doing amazing. И, например, люди в Малайзии или в других странах, где еще на рынке нет ПРО, они все равно участвуют в этой программе Fit Challenge по коррекции веса, и у них шикарные результаты. Because the real key, I believe, is the green. Потому что я считаю, что настоящий ключ – это green. The green is the most amazing product, not just of Agile, it's the most amazing product of any company in the entire network marketing business. Потому что я считаю, что green – это вообще великолепнейший продукт, и не только для Agile, а для любой бы компании в сетевом маркетинге. It's the energizing product for weight loss. Это для программы коррекции веса, снижения веса, energizer. Because it's